Всем привет! Сегодня мы продолжаем строить нашу каркасную баню. Сегодня мы продолжаем монтаж стропил. Точнее даже не монтаж, а доделку. Скажем так, будем их укреплять. Будем делать перемычки между стропилами по мауэрлату. Также сделаем укосины под коньком, чтобы вдоль ничего у нас не шаталось. Ну и ветровые ригели установим на стропила. А также под крайние стропила по стенкам у нас пойдут еще подпорки, там по 2 штуки под каждую. Ну и под них, соответственно, тоже нужен какой-то крепеж. Вот, всем этим будем заниматься сегодня. Вот они, перемычки. Так, тут тень от меня. Ну ладно. Устанавливаю, значит, их туда в распор. Плотненько получается. Вот. И потом рубаночком вот этот вот уголочек убираем, чтобы он не топорщился и в будущем нашу гидроизоляционную пленку не рвал. И как раз вот к этому скосику можно будет пленку еще на скобы закрепить. Сейчас буду продолжать. По обеим сторонам полностью это все дело сделаю. И потом буду их крепить. Попробую сначала на длинные саморезы под углом. Я так думаю, что саморезами будет неплохо, поскольку они как раз будут стягивать все это дело между собой. Тут уже как таковой нагрузки на эти элементы нету, поэтому я не думаю, что принципиально именно гвозди. Зато саморезами можно будет все это дело между собой еще как следует стянуть. Все, перемычки установил. Правда, их пока еще никак не фиксировал. Просто вот их закрепил. Рубанком лишний снял. В общем, они заходят все в распор при помощи кувалды. Молоток уже у меня сломался. Теперь осталась только вот такая вот штука. Вот, но ей даже удобнее оказалось. В итоге стропила жестко очень встали, вообще никуда не дергаются, не шатаются. Но после перемычки закреплю, думаю, что будет вообще прям отлично. Вот, начал я крепить их, эти перемычечки. Вот тут так получается. То есть ставлю уголочек. Не знаю, насколько его функционала, правда, ну, хуже точно не будет, надеюсь. По крайней мере, вот. И вот так вот саморезиками под углом прикручиваю эти перемычки к стропилам. Потом еще думаем, возможно, эти перемычки немножко уже на гвозди посадить, ну, где-то под углом, да, тоже к самому мауэрлату, вот, чтобы оно все вместе связано было полностью. Но это уже другой проход. Сейчас пока вот саморезы кручу. Вот так вот примерно все это дело. Что-то упало. Наверное, саморез. Полностью прикручены, зафиксированы на саморезы на большие, плюс уголками прикручены к самим стропилам. Вот, с этим делом мы закончили. Сейчас будем делать укосины под коньком, чтобы он вдоль у нас не качался.
Сейчас пойдем на второй. Косины готовы под коньком. Я их пока на саморезы зафиксировал. Потом будем делать ветровые ригели, заодно все это дело приколотим гвоздями. Вот. А на сегодня пока все, заканчиваем работу. Так, ригели приколочены. Вот отсюда их как раз видно, они там в рядок друг за другом. Так, вот они тут вот на гвоздиках. Один саморез был для фиксации по 4-5 гвоздей. Вот, приколочены. Тут у меня такой вот кренделек из гвоздя получился. Видите? Видимо, попал сучок, дальше он не полез. Вот, сейчас еще сделаю шпильки 10 купил. Вот их нарежу и скреплю ими также каждую с двух сторон еще. Делаю вот такие соединения шпильками М10. Вот отпилил их. Ну, чуть длиннее, чем толщина вот соединения досок между собой. Вот такие вот они заготовочки получаются. То есть здесь у меня, сейчас покажу, вот такие вот шайбочки. Да, вот гравюрки. Также гайка вот такая вот усиленная с насечками. И шайба. Вот такая вот большая шайба, которая уже непосредственно к дереву примыкает, прижимается. Вот они закончены, все эти болтовые соединения на перемычках между стропилами. Тут у меня так. Здесь у меня в обратную сторону она стоит. С другой стороны стропила. Ну, это, думаю, разницы никакой. Вот там тоже в эту сторону. Вот. Отверстие сверлил под шпильки сверлом 10,2. Шпильки 10. Ну, заходят плотно, то есть приходилось их заколачивать. Так что, думаю, будет стоять вполне хорошо. Вот, закручивал так, чтобы оно немножко даже утапливалось. Ну так, довольно-таки плотно все. Вот, на этом пока закончу. Так, а сейчас мы будем напиливать стойки под крайние стропила. Сейчас будем монтировать вот эти досочки. Это у нас будут подпорки под крайние стропила. Вот, под все 4 стропила с двух сторон. Сейчас будем монтировать, пробовать первые. На винтовые гвозди приколачивать их. Здесь видно? Вот здесь специально еще дополнительно досочку приколотил, подпорку такую под них, чтобы по ширине хватило. Вот досочки эти сотые, 100 на 50 эти подпорки получились. Вот. Сейчас мы их приколотим.
Итак, подпорки под крайние стропила готовы. Наконец-то спустя 3 дня. У нас тут какие-то катаклизмы происходили, вот, природные, необъяснимого характера. Не давали нам никак закончить, нужно было буквально 4 доски доделать. Мы только приезжали, и у нас происходила вот такая вот история. То один день, то другой день, и мы все никак не могли закончить. Вот, наконец-то мы это дело закончили сегодня вечером. Вот они у нас где-то там, где-то тут. Вот они, эти стоечки. Вот. И теперь мы, значит, будем обрезать стропила по нужной длине. Вот она, за мной уже натянута ниточка. Длина стропил 2,95 под 3-метровую металлочерепицу. Сейчас я ниточку натянул. И по ней буду при помощи угольника отчерчивать все. Вот. И отпиливать пилой, чтобы были все одинаковые. Что ж, стропильная система полностью готова. Я отпилил все стропила в одну длину, 2,95 по ниточкам. Все ровненько получилось. И у нас опять начинается дождь. Я только-только как раз закончил. И на этом, в принципе, все, стропила полностью готовы. Следующим этапом уже будет монтаж металлочерепицы. Ну, то есть там и решетки полностью. Это и влагозащиты там, которая с буковкой D идет. И уже металлочерепица. Вот, пока все, заканчиваем.